Дорогие друзья и гости нашего канала, всем привет! С вами Людмила. Сегодня предлагаю вам связать вот такие пинетки, но они не простые, потому что на их основе вы сможете связать тапочки-следки любого размера. Это очень и очень просто. Досмотрите видео до конца и вы поймете как. Для пинеток беру пряжу Alize Baby Wool. Вы можете взять любую другую пряжу, если вы вяжете не пинетки, а следочки. И, конечно же, обязательно нужен будет еще крючок. Крючок вот для этой пряжи у меня 2,5 мм. Для заготовки набираем цепочку из 21 воздушной петли. Заготовка будет очень простая, это будет практически ровный прямоугольник. Мне нужно 20 петель и 1 петля подъема. Вот, теперь набрали цепочку и первый ряд вяжем столбиками без накида. В каждую петлю, начиная со второй, вяжем столбики без накида до самого конца ряда. Думаю, что вы справитесь, это просто. Вот дошли до конца ряда. Теперь вяжем одну воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание и вяжем назад. И назад вяжем второй ряд точно так же столбиками без накида. У меня для вас хорошая новость. В данном изделии мы будем использовать один и тот же узор. Столбики без накида. Я же говорила вам, что будет очень и очень просто. Вот этим бежевым цветом я провяжу столбиками без накида 14 рядов. Это должно быть у меня примерно 5 сантиметров. Вот сейчас у меня уже 12 рядов, сейчас считаю. И я промеряю, сколько получается уже. Ну да, смотрим. Получилось 4,5 сантиметра, то есть мне еще не хватает 2 ряда. Еще 2 ряда будет 14 рядов, 5 сантиметров. Два ряда довязали, теперь присоединяем белую нить, ну нить другого цвета, какая у вас будет. Просто присоединили. На последние 2 петли, вот когда мы последнюю петлю вывязываем, мы просто ее не закрываем, а подставляем белую нить и закрываем уже с белой нитью. Делаем воздушную петлю подъема, назад ряд вяжем столбиками без накида белой нитью. И здесь в процессе работы прячем обязательно вот эти хвостики, которые остались у нас от нитей. Здесь у нас ничего не меняется, мы просто поменяли цвет нити. Поэтому дальше будем вязать белой нитью 3 ряда. Вот когда мы провязали уже 3 ряда белой нитью, теперь последнюю петлю не довязываем для того, чтобы поменять цвет нити. И подставляем уже бежевую нить и довязываем этот ряд петлей бежевой. Потом воздушная петля подъема, разворачиваем вязание, вяжем назад уже бежевой нитью. Вяжем 3 ряда. Теперь мы будем их чередовать. Будем вязать 3 ряда белой нитью, 3 ряда бежевой нитью. И провяжем таким образом 10 сантиметров. Хвостики прячем от нити в одну сторону, это у нас будет изнаночная сторона. Продолжаем вязать 3 ряда бежевой нитью, потом берем белую, 3 ряда белой
3 ряда бежевый. Белое, бежевое чередуем. 5 сантиметров мы провязали бежевым цветом, потом 10 сантиметров провяжем полосатой, белое с бежевым. И еще 5 сантиметров снова бежевый. То есть всего мы провяжем 20 сантиметров. Мне нужны пинетки на размер ножки 10-11 сантиметров, поэтому я буду вязать длину именно 20 сантиметров вот этой заготовки. Вот я провязала 20 сантиметров, сейчас объясняю, как вы можете поменять размер. Значит, если вам нужен размер именно вот такой 10-11, вяжите 20 сантиметров, ширина 7,5. Если вам нужен больше размер, любой другой размер, какой бы вы хотели, вам нужно просто замерить ножку, и вы поймете как. Сейчас объясню. Складывая вот так эту заготовку, мы получаем половину заготовки, это длина необходимой нам стопы. Мне необходимо 10 сантиметров на ножку, и вот у меня 10 сантиметров, половина заготовки. Чтобы рассчитать ширину, какая нам нужна, нам нужно замерить ширину ножки, ну то есть объем ножки, но не полностью, а только верх его. Вот таким образом я сейчас покажу просто на манекене. Вот так мы накладываем сантиметр и замеряем стопу. Вот у меня 7,5 сантиметров объем ножки, который мне необходим, поэтому ширина заготовки у меня 7,5 сантиметров. Ну а длину, соответственно, вы мерите уже по длине стопы и умножаете на 2. Ну вот, например, нужна вам длина 22 сантиметра, да, ну тогда нужно связать полоску 44 сантиметра. Тогда будет все правильно на ваш размер. Ну и объем не 7,5, как у меня на детскую ножку, а будете мерить по объему своей стопы. Если у вас заготовка получится 44 сантиметра, вы сложите ее пополам, должны получить 22 сантиметра. Вот так вы можете под любой размер связать следок. А теперь осталось просто собрать эту пинетку или этот следок. Приготовьте нитку и иголку и начинаем, складываем его пополам. Вот так ровненько. И потом начинаем сшивать вот эти две части вместе. Сшиваем изнаночной стороной наружу. И, конечно, тут уже не имеет никакого значения, каким стежком вы сшиваете. Вот каким умеете, каким хотите, таким и сшиваете. Я сшиваю так, вы можете сшивать как-то по-другому. Главное сшить. И останавливаемся за 4 петли до конца этого шва. Вот сшили, осталось у нас 4 петли до угла. Здесь мы сейчас завязываем узелок, чтобы эта нить больше не двигалась. И дальше мы 4 петли до угла и 4 петли после угла мы провязываем единым швом, ну то есть делаем стежки для того, чтобы эти 8 петель потом связать, то есть стянуть их. Вот что мы сделаем. Вот провязали 4 до угла, теперь еще 4 после угла. Продолжаем. И теперь стягиваем
Сильно стягиваем максимально, как можем. Если размер у вас больше, не такая маленькая пинетка, вы можете 6 петель до угла стянуть и 6 петель после угла, то есть 12 петель в общей сложности. И теперь снова завязываем узелок. Это нужно сделать для того, чтобы у нас не было такого торчащего угла на пяточке, ну, внизу на подошве. Вот завязываем узелок и дальше продолжаем связывать. Также дальше двигаемся до следующего угла. Останавливаемся за 4 петли до угла. Вот, добрались до этой стороны. Теперь опять узелок. И легкими стежками до конца связываем эту сторону. Затягиваем точно так, чтобы здесь не было острого уголка. Затянули и снова делаем узелок, чтобы нить не вытаскивалась. Далее мы просто закрепляем нить, прячем ее и обрезаем. Все. Мы здесь закончили. Теперь мы выворачиваем, и получается у нас вот такое прямоугольное изделие. Еще, конечно, непонятно, что это пинетка или следок, но это уже почти готовое изделие. Сейчас вот в этом моменте его можно примерить на ножку и посмотреть, где мы можем стянуть перед этого изделия, на какое расстояние. Ну вот я сейчас смотрю и в принципе уже могу сориентироваться, насколько мне надо стянуть перед, чтобы ножка свободно входила. Ну, когда вы на себя, например, будете вязать такие тапочки-следки, то вы спокойно можете примерить, посмотреть, хорошо ли будет входить ножка. Так как здесь полоски, то очень удобно. Я вот вижу, с какой полоски я начну уже стягивать. Если бы я вязала однотонные пинетки или следки, то я поставила бы маркер с одной и с другой стороны, что и вам в принципе советую. А дальше, друзья, все тоже очень просто. Начинаем с отметки просто стежок прокладывать по переду. И с отметки до отметки прокладываем обычный стежок, для того, чтобы его потом просто стянуть. После того, как мы его проложили, нам его необходимо очень жестко стянуть и завязать в узелок. Для того, чтобы после стяжки перед не казался грубым, прокладывайте нить через каждую петлю. Не пропускайте. Через каждую петелечку проложите вот этот стежок. Тогда будет красиво, нежно смотреться. Вот теперь стягиваем максимально как можем и завязываем узелок впереди. Лишнюю нить обрезаем, и концы этой нити мы потом спрячем. А вот теперь смотрите, что получилось. Вот если мы меряем на ножку, то у нас в принципе нормальный перед, да, и в общем-то уже можно оставить такое изделие, ниточки, концы нитей спрятать и все. Но тут впереди получается дырочка такая, она не очень эстетичная.
И для того, чтобы это изделие уже окончательно красиво смотрелось, то нам просто нужно обвязать верх изделия обычными столбиками без накида. Просто обвяжите обычным столбиком без накида по кругу. Я так и сделаю. А можно просто прицепить цветочек, там какой-нибудь лепесточек, пуговку или что вы хотите. И на этом закончить. Но я делаю обвязочку. И обвязку важно сделать именно после стяжки. Тогда это будет наиболее красиво смотреться, потому что обвязка до стяжки не даст вам результата. Опять же, это будет дырка впереди, ну и придется ее каким-то образом закрывать. А так видите, как красиво получается. Очень хорошо. Смотрится хорошо, нет никаких дырочек, нет ничего, и остается нам только украсить каким-то образом. Можно что-то связать, какой-то бантик, какой-то цветок, можно поставить пуговицу, если это для мальчика, можно пуговку-машинку прицепить там или еще что-то, если для девочки бантик какой-нибудь или бабочку, да, ну в общем это уже кому как нравится. Вот у меня есть бантик, по-моему, очень-очень симпатично, нежненько получается. Есть у меня еще бабочки, есть разные пуговки. Ну вот, пожалуй, я остановлюсь на белых бантиках. Очень хорошо. Все, наши пинеточки готовы. Я желаю вам успеха в вашем тоже деле. Если вы начнете вязать себе тапочки или слитки, делитесь, пожалуйста, что у вас получилось. Друзья, если это видео вам понравилось, не забудьте подписаться на канал, поставьте лайки. Обязательно пишите в комментариях вопросы, если они у вас будут возникать. Я отвечу каждому. И до новых встреч, друзья!